Крупнокалиберный перепал. Сегодня у нас соревнование двух пластин. Это две легенды МВД Российской Федерации. Это керамическая пластина 6 А класса из Корунд ВМ и стальная пластина защиты 5 класса Штурм ВВ. И сегодня я имею четкое намерение их расфигачить, и поэтому наблюдать за этим безумством можете, сидя, попивая свой кофеек, чаек и так далее. Стрелять я сегодня буду из трех видов оружия. Это 19-й Глок, укороченная его версия. В общем, почти что копия предшественника 17-го Глока. В общем, вполне удобная, без курка, что делает его более современным, более дешевым в производстве и, как следствие, удобным и легким. Здесь 9-19 пара, и дальше у нас подключается к битве АКМ автомат Калашникова модернизированный, который все время хотят назвать АК-47 и так далее. Сегодня у нас будет несколько видов патронов для него. И самый большой эксперимент, который сегодня у нас в программе, это винтовка Мосина. Это болтовочка, которую вы так любите. В общем-то, старушка, которая никогда меня еще не подводила. Штурм ВВ бронежилет имеет несколько видов защиты. Вот все, что касается вот этих вот мест, и здесь еще паховая область должна была быть защищена, но сегодня у меня паховая область не защищена. Это первого класса защиты. Второй класс защиты, основной броник без плиты. И здесь у него есть еще надпочечники или почки, защищающие две плитки. Они вот здесь вот находятся, 4 класса. А за керамику у нас сегодня отвечает бронежилет МВД России, легендарный Корунд ВМ. Да, тот самый, который в конце нулевых часто был в спецназовских подразделениях во многих операциях и не сходил с экранов ТВ. У нас керамические пластины сегодня, которые в составе жилета вместе с арамидом дают 6 А класс защиты. Бронежилет Корунд должен выдерживать попадание из СВД 7,62/54 бронебойно-зажигательной пулей. При таком классе защиты, который был очень высоким и для того времени, и сейчас считается неплохим. Вес жилета около 10 килограмм, что в общем на пару килограмм меньше, чем ВВ. Самый легкий, самый безопасный, самый дешевый из современных, и многие другие громкие титулы завоевал пистолет Glock 17. Но у меня сегодня Glock 19, он дешевый, он простой, у него есть 3 вида предохранителя. Что скажешь, пистолет действительно хорош. 15 патронов, 9 пар в магазине и при этом всего 900 грамм веса. Рычаг на спусковом крючке позволяет сделать очень быстрый выстрел, если патрон в патроннике. Ударник вместо курка позволяет удешевить конструкцию и придает этому пистолету еще более футуристичный вид. Ну и, наверное, самое главное, это то, что он стал первым армейским пистолетом с полимерной рамой. До этого рамы делали только из металла. Первым делом я хочу проверить мягкую защиту. Она тут 1 класса и 2 класса защиты. Еще арамидную вот эту вот ткань я тоже здесь внутри пакета оставил. А что же такое арамид? Посейдон гневается, потому что хейтеры сегодня спрашивают, что же такое арамид. Арамид — это практически то же самое, что и кевлар, только арамид, потому что, чтобы не платить за авторские права. Нейминг, все дела. С этой стороны плита, и я поверну его вот так, чтобы у нас была возможность убедиться, что 9х19 Glock, который в моих руках, вот, собственно, я его заряжаю и буду стрелять. Вероятность пробития крайне мала, потому что здесь еще и арамидовый пакет, но этим мячиком я, пожалуй, рискну сегодня. В общем, все как в нашей сборной. Рискуем всем, что есть. Кукушка, кукушка, сколько дней мне осталось жить? Забудем этот разговор, кукушка. 9х19 против Штурм ВВ. 1 и 2 класс защиты. Тестируем. Поехали. Ауч. Больно. Удобный и легкий. Противоосколочный пакет, который предназначен для пластины 5 класса, пробит насквозь. Это мы видим, потому что видим здесь вот такие вот отверстия. У меня есть такой специальный ножичек, которым я сейчас тут поковыряюсь. Я открываю
внутрь и вижу, что во втором противоосколочном пакете застряли пули 9х19. Давайте мы вот так разрежем. Красивенько. Вот здесь я чувствую отверстие. Это значит, что пули остались внутри. Пластина, к счастью, не пробита. Но видно, что попадания, вот они, здесь были зафиксированы. Внутри самого осколочного пакета мы видим море вот таких вот оболочек от пуль. Ну и непосредственно сами пули тоже там. Я прям так загребу сейчас руками, чтобы не откладывать это в долгий ящик. Вот что происходит с пулей 9х19. И ее вот эта вот оболочка тоже здесь. Можно как в магазинчике взять и насыпать себе полную руку этих штук. Милая гусеница, которая пережила обстрел однажды в фортификационном сооружении в виде ящиков и артефактов с Алисой, отправляется на первое испытание. И пожелаем-ка мы ей удачи, потому что ей придется, возможно, не сладко. Ведь сейчас я буду стрелять из автомата Калашникова модернизированный 7,62/39 обычными патронами. Обычными военными патронами. А кто знает, как они правильно называются, можете написать в комментариях. Поехали! Вот она, пластина. Вот это я называю запреградное воздействие, когда от гусеницы осталась только сисошная часть. Да, а нижняя часть, в общем, осталась на месте. Нехило, кстати сказать, вмятина появилась вот здесь, но что ж, 4 класса пластина, которая защищает почки, надежно защищает почки от ЭКМ, а мы двигаемся дальше. Ну и теперь основное противостояние. Керамика против стали. Штурм ВВ против Корунда ВМ. Две легенды МВД, которые сойдутся, а за ними, за этой преградой, находится Кролик и Реми. В общем, легендарная, пожалуй, почти что личность, которая выжила в 2 выпусках. И про зону бризантности выжила, и выжила во время обстрела ящиков с артефактами. Как вы догадались, стрелять я буду из Мосинки. Болтовочка, и стрелять я буду несколькими видами боеприпасов. 7,62/54 ЛПС-очка с стальным сердечником и Б-32 бронебойный зажигатель. Должно быть мощнее. Сначала заряжу ЛПС-очки, но в конце вас ждет необычный эксперимент. Я что, отстрелил ему голову? Поехали! Бум! Проверим. Так. Как-то керамическая плита выглядит не очень, честно говоря. Сзади вот так нехило помялся этот пакет противоосколочный, но задняя часть плиты, вот эта мягкая, не знаю, из чего она тут состоит, но, в общем, она удержала вроде как пулю. Пуля, кстати сказать, ушла вверх, и нашему кролику пришел конец. Не размножаться кроликом больше керамическим в нашей программе. Что ж, ладно, поставим на его место кого-нибудь другого и шмальнем другой пулей. А вот насчет стальной пластины, тут, в общем, результат проверенный. Пулю он держит, и держит просто отлично. Разница, в общем, в 2 килограмма, казалось бы, да, но тут не очевидно, что все было бы в порядке с человеком. Смогут ли выстоять эти 2 пластины против 7,62/54, если будет Б-32? Из Мосинки болтовочки. Я сейчас их сюда заряжаю. И я не стал уже ставить никакие керамические игрушки, потому что это только мешает эксперименту. Понятное дело, что им там делать нечего.
Вот это да! Бронебойно-зажигательный патрон Б-32 спокойно пробивает пластину 5 класса из Штурм ВВ. А что насчет... А вот оно в чем дело-то, блин, ребята. Посмотрите-ка сюда. А пластина керамическая, выдержала. Здесь огромная бульба, да, запреградное воздействие будет охрененное. Я думаю, что ребра переломает. Но пуля здесь вошла и там и осталась. А вот здесь, видите, она не вышла. Посмотрим, что ли? Главное, нож не зафакапить. Я ведь хочу его разыграть. Да, друзья, вот этот самый нож сегодня уже появлялся в программе, как вы любите. Так что поищите-ка его, напишите мне в Инстаграм большие пушки, пришлите скрин, где вы его увидели. Не думаю, что в этот раз это будет так легко сделать. В общем, да, пуля остается внутри, и это говорит только об одном, что керамическая пластина не только легче на 2 килограмма, но и прочнее, так сказать, лучше бережет вашу жизнь. У меня есть еще одна целехонькая пластина 5 класса из Штурм ВВ. Я хочу попробовать пробить Б-32 2 пластины сразу же. И меня удивит, если она возьмет и пробьет. И тогда мы еще раз для эксперимента выстрелим вот сюда. Что получится из Б-32, если будем стрелять в другое место? Все-таки пластина чуть покрошилась. Другого варианта быть не может. Первая пластина пробита и пробита из Б-32. Знаете, что это доказывает? Что если вы бегаете под Б-32, лучше, если у вас Б-52, Калуа, Б или Скуантро. Потому что нужно носить по 2 броника, чтобы укрываться от бронебойно-зажигательной пули. Давайте на всякий случай, чтобы потом не было всяких слухов, что я не туда попал, я плохо стрелял, это была не та пуля. Б-32, бронебойно-зажигательная пуля, 7,62 × 54, Мосинка. Заряжаю. Стреляю еще раз под уже подушатанной керамической пластине, чтобы окончательно убедиться в том, что она ее не пробивает. .7,62 × 54 Б-32 не пробивает сюда, зато типа пробивает сюда или что? Нет. В любом случае не пробивает, потому что вот эта дырка, это дырка. Черт! Я запутался. Короче, я беру новую керамическую пластину и стреляю в нее еще раз. 7,62 × 54 бронебойно-зажигательный, потому что во втором случае она ее пробила. Возможно, из-за того, что она подушатная, возможно, хрен знает почему. В общем, пробуем еще раз. Для чистоты эксперимента мы взяли новую пластину керамическую, Корон 2М, и берем еще один Б-32. Заряжаем и стреляем. Ну все, друзья, наконец-то у меня нет сомнений, что, безусловно и безоговорочно, можно сказать, капитулировала сталь против керамической защиты. Теперь вы точно знаете, что керамика и легче, и лучше защищает вашу жизнь, чем сталь. 2 пластины 5 класса я попробую сейчас пробить патроном, который я зарядил в эту мосинку. Я с ним кое-что сделал, и, возможно, она пробьет. А может и нет, черт его знает. Глупый эксперимент. Что бы я ни делал, в общем, стандарт остается стандартом.
Вот только камере GoPro, похоже, пи***ц. Сука! Только что в болтовку я зарядил необычный патрон, я кое-что добавил, а вы напишите в комментариях, что я туда добавил. И керамическую плиту, эту максимально новую, можно сказать, потому что я стрелял в правую часть, я постреляю сейчас, выстрелю в левую часть, и, возможно, я ее пробью. Правая часть керамической пластины была немножко повреждена, но это не помешало бы ей выдержать вот это попадание, это 100%. Но я кое-что сделал с патроном, и вы напишите в комментариях, что я сделал. Добавил немножко пороха или непосредственно сердечник заменил. Об этом я узнаю позже, когда вы напишете, но я скажу вам вот что. Я пробил ее. 7,62 на 54, это был не B-32, который держится этой пластины, и не ЛПС-очка, это был другой патрон, который я сделал сам. А вот это очевидный результат. Есть попадание и есть отверстие выходного дня. Сегодня как раз выходной. Тот день, когда вы с утра не смогли посмотреть видео про ковбоя. Мне, кстати, было обидно. Если хотите, можете досмотреть. Вот ссылочку в описании. Что ж, друзья, что мы только не делаем, чтобы показать вам эксперименты, которые так или иначе могут пригодиться в вашей жизни. Но вследствие чего часто страдает наша техника. Так, за последнее время мы угробили 5 коптеров и только что ушатали нашу GoPro камеру, которую на днях только купили. Так что, пожалуй, в конце этой программы нам придется поклянчить у вас немножко денег. И если кому-то хочется зайти на Donation Alert, большие пушки, и немножко задонатить своих маленьких, честно заработанным трудом денежек, нам это очень поможет с приобретением оборудования. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. И не забывайте, с вами крупнокалиберный переполох. Дальше будет интереснее.